Друзья, всем привет! Заканчивается март, нахожусь я в Московской области, и сегодня я буду сеять листовую петрушку на рассаду. Делаю я это ежегодно, потому что таким способом я удлиняю период сбора листовой петрушки примерно на целый месяц. Уже в конце мая в моих условиях я получаю полноценный урожай листовой петрушки. И это достаточно рано, потому что если бы я сеял ее в открытый грунт, это происходило бы в более поздние сроки, то есть сбор урожая. Поэтому сажаю я ее примерно в конце марта. Можно посадить чуть раньше, если вы находитесь в более южных регионах, либо чуть попозже, если в более северных. Но поверьте мне, такой способ посадки петрушки через рассаду намного раньше позволяет собирать урожаи, и урожайность петрушки в целом выше. Я вам покажу сейчас, как я это делаю. Таким способом можно посеять не только петрушку на рассаду, но и другие культуры, в том числе петунью, потому что сеять я буду гнездовым способом с помощью вот такого маркера. Маркер нужен для того, чтобы сформировать углубление в грунте, чтобы они были ровными и все семена примерно одинаково проросли. Для посадки я использую вот такой вот пластиковый контейнер. Высота грунта в нем примерно около 15 сантиметров. Грунт — это обычная земля для рассады. Можно использовать нейтральный торф. Здесь у меня, вот видите, крупинки добавлены. Это агроперлит для разрыхления и для увеличения, улучшения свойств грунта, то есть земля более насыщена воздухом, более воздушная смесь делается. В общем, растения развиваются при добавлении перлита в грунте гораздо более лучшим образом. Первое, что нужно сделать, это хорошо увлажнить поверхность грунта. Ну, конечно, сам по себе грунт должен быть достаточно влажный изначально. Сейчас я увлажняю только верхний слой. Вот тут я приготовил семена. Обязательно вам чуть позже покажу, какой сорт я использую для посева уже не первый год. Это, наверное, один из самых лучших сортов петрушки для выращивания в средней полосе, потому что он дает максимальную урожайность, очень вкусные душистые листья, нежная листва, а самое главное, очень быстро отрастает после обрезки. Итак, семена я никак не обрабатывал, вот они в сухом виде. Тем не менее, вот помните, что петрушка, как и морковь, может очень долго прорастать, долго всходить, долго приходится ждать всходов. Если вы ее сеете сухими семенами непосредственно в грунт, а при посадке рассады, и это еще один, конечно, плюс, чтобы попробовать такой метод выращивания, такая петрушка без подготовки семян, вот сухими семенами посеяна, всходит гораздо быстрее и лучше. Итак, сначала я сформирую углубление. Сейчас я чуть-чуть приближу камеру. Вот таким образом. Удобно пользоваться маркером диаметром около 1 сантиметра. Если у вас такого маркера нет, можно воспользоваться, конечно, деревянной палочкой, но маркером наиболее удобный вариант. И смотрите, формирую я вот такие вот углубления примерно 5 мм в глубину. Расстояние между углублениями в грунте примерно от 2 до 3 сантиметров. Вот таким образом. Можно в шахматном порядке, можно друг напротив друга. Формирую, продавливаю грунт и получаю вот такие вот углубления для посева семян. В дальнейшем очень удобно из таких вот углублений, когда уже сформируются растения, пересаживать, просто разломив кусочек грунта, так скажем, взяв вот этот вот букетик, просто отломив часть грунта с проросшими семенами. В дальнейшем легко посадить в грунт, то есть никаких сложностей с этим не возникает. Можно, конечно, сеять
и в отдельные емкости, в горшочки, в ячейки, в какие-то стаканчики. Также хорошо работает способ. Ну, вот такой способ мне больше нравится. Хорошая схожесть. Ну и компактно, место мало занимает. Самое главное. Итак, сделал я углубление. И теперь начинаю посев самой петрушки. Беру небольшое количество семян. Я вот таким способом беру. И в каждое углубление я сразу по нескольку, ну как не понять, здесь даже, наверное, и по 5, и по 7, и по 10 может попадать зернышек. Это нормально, потому что, ну, не каждое зернышко прорастет, так скажем, все-таки бывает так, что и семена не всегда качественные, но тем не менее, может показаться, что вот очень такой способ неэкономный посева, но на самом деле я вас уверяю, что для дачника выходного дня этот способ очень даже хороший. И одного пакетика петрушки вполне достаточно, чтобы посадить хорошую грядку петрушки, используя рассадный способ выращивания. Посеял я семена. Вот смотрите, ушло у меня примерно полпакетика семян на данный лоток, на данную емкость. Вот еще половина примерно осталось. Можно еще посадить, но мне такое большое количество не надо. Вот этого мне вполне хватит на всю нашу семью. Так, смотрите, поближе вам покажу. Сильно заглублять семена не надо. Теперь остается только присыпать, слегка присыпать емкость сухой землей. Вот так вот, немножко, сильно заглублять не нужно. Семена у петрушки мелкие. И всходит, повторюсь, она бывает не всегда дружно. Поэтому чем мельче семена, тем мельче нужно сажать. Петунию вообще сеют по поверхности. Там еще более мелкие семена. Ну вот с петрушкой я поступаю вот таким образом. Ну и, конечно, сверху еще дополнительно я увлажню поверхность грунта. Многие из вас просят, а где же вот результат, да, почему я его не показываю сразу. Ну, я его могу показать вам только, естественно, где-нибудь уже в начале мая, когда я сниму новое видео. Хотя я уже много раз снимал такие видео, и вы можете их найти на моем канале в разделе о выращивании овощей. Есть у меня видео с результатом выращивания рассады петрушки. Можете посмотреть, как она выглядит на момент посадки. И вообще, как таким способом уже пересадить в открытый грунт, в грядку, рассаду петрушки. Для того, чтобы семена петрушки быстрее проросли, нужно создать над этой емкостью парниковый эффект. Сделать это можно двумя способами. Можно сверху одеть целлофановый прозрачный пакет, чтобы под ним создавалась повышенная влажность и температура. А можно воспользоваться вот такой вот крышечкой, которая идет в комплекте с данным контейнером, с данным лотком. Можно использовать ее. Время от времени нужно будет проветривать. Возможно, нужно будет дополнительно еще увлажнять грунт. Это просто надо смотреть по состоянию. Ну и температура, при которой прорастает петрушка, естественно, должна быть примерно плюс 18, плюс 20 градусов. Вот при высокой температуре она у вас быстрее и прорастет. Если вы поставите в холодное место этот контейнер с температурой там плюс 10 градусов, то прорастать, естественно, семена будут гораздо дольше. Ну и выращиваем ее первое время на подоконнике, можно на застекленной лоджии, где температура будет также в пределах плюс 15, плюс 18 градусов. Естественно, как появятся первые всходы, крышку, либо пакетик нужно с емкости будет снять и ухаживать за петрушкой уже просто как за комнатным растением. Поливать время от времени можно опрыскивать
из пульверизатора. И как обещал вам, сейчас я покажу, какой сорт петрушки я ежегодно выращиваю. Очень он мне нравится. Это итальянский гигант. Очень хорошие у него качества, вкусовые качества. Ну и самое главное, высокая урожайность. Хороший сорт. Рекомендую вам к выращиванию в условиях Московской области, а также в средней полосе и даже в более южных либо северных регионах. Всем большое спасибо за просмотр. Хороших вам урожаев.